Я продолжу говорить о дипломатической истории Первой мировой войны. Это вторая часть. У союзников был более сложный многомерный подход, который включал в себя важнейшие роли в дипломатии, финансах, пропаганде и подрывной деятельности. Меморандум Лансдауна призывал Великобританию к переговорам о мире с Германией. Был опубликован 29 ноября 1917 года и написан 13 ноября 1916 года в Лондоне. Меморандум был написан Генри Петти Фитцморрисом. Меморандум Лансдауна подвергся резкой критике, и правительство отклонило его. Дальнейшие разговоры о компромиссном решении были пресечены, и целью британской и французской войны было окончательное уничтожение немецкого милитаризма. Когда Соединенные Штаты присоединились к этому, Томас Вудро Вильсон также в своих 14 пунктах подчеркнул необходимость уничтожения милитаризма. Австрия и Турция не были главными целями, и сепаратный мир с ними всегда был вариантом. Союзники пытались заключать сделки с нейтральными странами, например, сюда относится Италия. Странам было обещано, что когда придет победа, центральные державы будут распущены, а важнейшие территории будут переданы победителям. По Лондонскому мирному договору 1915 год Италии было обещано несколько больших кусков Австро-Венгерской империи. России был обещан Константинополь по Константинопольскому соглашению 1915 года. Евреям была обещана родина в Палестине по декларации Бальфура 1917 года. Арабам было обещано суверенное государство в регионах, контролируемых Турцией. Стремящимся национальностям, которые хотели обрести родину, были обещаны их собственные родины. Франции была обещана земля Эльзас-Лотарингия, которая была передана Германии в 1871 году. Что касается финансов, то британцы щедро одалживали деньги России, Франции, Италии и более мелким союзникам. Когда британские деньги закончились, Соединенные Штаты заменили Британию в этом отношении в начале 1917 года. Они давали более крупные займы. Союзники делали большой акцент на мягкой силе, включая экономическую помощь и торговлю, а также пропаганду. Например, Британия прекратила все поставки хлопка в Германию, но в то же время субсидировала американскую хлопковую промышленность. Историки Ричард Хефнер и Александр Хефнер указывают на выдающийся успех британской пропаганды, формирование американского мнения, в то время как слабые пропагандистские усилия Германии оказались крайне неэффективными. Пропаганда союзников подчеркивала триумф либеральных идей. Немцы хранили молчание о своих военных целях по господству над всей Европой, поскольку понимали, что это не будет иметь широкой поддержки. Однако Министерство иностранных дел Германии стало осознавать ценность подрывной деятельности в условиях тотальной войны. Оно использовало деньги и пропаганду, чтобы попытаться подорвать моральный дух союзников, в том числе мусульман в британской, российской, османской империях. Пропаганда союзников была сосредоточена на отождествлении Германии с милитаризмом. Союзники были смущены своим крупным союзником России. Это была не демократическая автократия. Свержение царского режима в марте 1917 года значительно облегчило вступление Америки в войну, поскольку президент Вильсон впервые смог провозгласить крестовый поход во имя идеалистических целей. Германия избегала внутренних дискуссий о своих военных целях, потому что дебаты угрожали политическому единству внутри страны. В мае 1917 года канцлер предупредил Рейхстаг, что обсуждение целей войны было бы неразумным. В январе 1917 года Германия допустила крупную стратегическую ошибку. Германский военно-морской флот начал полномасштабную блокаду Британии, используя свои подводные лодки, чтобы топить все торговые суда без предупреждения. Это было нарушением международного права. Военные приняли решение, отвергнув советы гражданских лиц, зная, что это означает войну с Соединенными Штатами. Но это был последний шанс Германии на решительную победу, прежде чем американцы смогут полностью мобилизоваться. Игнорируя советы гражданского населения, военные не смогли понять, что Британия является финансовым банкротом и больше не может ни закупать необходимое сырье, ни оказывать срочно необходимую финансовую помощь своим друзьям. Историк Хью Стран утверждает, что новая немецкая стратегия подводных лодок спасла Британию. Другим
Другим направлением дипломатии была публикация. С началом войны европейские державы начали публиковать избранные сборники, а иногда и вводящие в заблуждение сборники дипломатической переписки, стремясь найти оправдание своему собственному вступлению в войну и возложить вину за развязывание войны на других участников. Первой из святых книг, появившейся на свет, была немецкая «Белая книга», которая появилась 4 августа 1914 года, в тот же день, когда Великобритания объявила войну. Объявление Соединенным Королевством войны Германии произошло 4 августа 1914 года из-за того, что Германия отказалась вывести войска из нейтральной Бельгии. Как известно, в 1839 году Соединенное Королевство Великобритании, Ирландии, Франции и Пруссия подписывали Лондонский договор, гарантировавший суверенитет и независимость Бельгии. В ходе войны обеим сторонам пришлось уточнить свои долгосрочные военные цели. К 1916 году в Великобритании и в нейтральных Соединенных Штатах дальновидные мыслители начали разрабатывать единую международную организацию для предотвращения будущих войн. Историк Питер Йервуд утверждает, что когда новое коалиционное правительство Дэвида Ллойда Джорджа пришло к власти в декабре 1916 года, среди интеллектуалов и дипломатов широко обсуждалась желательность создания такой организации. Когда Вильсон бросил вызов Ллойду Джорджу, чтобы он изложил свою позицию относительно послевоенного периода, он одобрил такую организацию. Сам Вильсон включил в свои 14 пунктов в январе 1918 года Лигу наций для обеспечения мира и справедливости. Общая прямая стоимость войны для всех участников составила около 80 миллиардов долларов в долларах США 1913 года. Межсоюзнический финансовый совет занимался вопросами распределения денег между союзниками. К 1917 году Соединенные Штаты располагали практически всеми доступными деньгами и принимали все решения. Существовали советы, занимающиеся закупками продовольствия. Межсоюзнический продовольственный совет, Межсоюзническая исполнительная комиссия по мясу и жирам, Межсоюзническая научная продовольственная комиссия и так далее.